Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Дорога Дания Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние, добрые слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада. Кто твой тайный враг под маской друга? В вашем самом близком окружении есть человек, который обнимает вас одной рукой, а другой уже готовит почву для вашего падения. Он знает ваши секреты, смеется над вашими шутками и всегда готов выслушать. Но за этой заботой скрывается холодный расчет. Давайте узнаем, по какому именно ядовитому вопросу этот человек выдаст себя, может быть, в ближайшие дни. Почему его истинная цель забрать то, что принадлежит вам по праву? Что вообще движет этим человеком? Для начала делаю вашу сигнификацию, а потом уже узнаем, что же это за человек. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Возможно, поиск ответов, откуда появился. Тут какие-то страхи сейчас. А ну, какая вы? Так, какая девочка? О чем это? У вас процесс разрушения был какое-то время как запущен, карта башни. И тут как будто бы какой-то процесс, и он вас, карта страхов, напугал, испугал. То есть вокруг вас как будто бы что-то уже длительное время могло не созидаться, не выстраиваться, а как могло разрушаться опять-таки. И вы, может быть, элементарно, исходя из этих страхов, решили для себя осознать, разобраться, почему в вашей жизни так происходит. У кого-то это, разрушение, знаете, может быть, взаимоотношения. Может быть, башня и карта крысы, знаете, как череда каких-то не очень приятных в жизни событий, когда вы даже не могли это предусмотреть, не были готовы к этому. Так, не подготовились, как можно к такому подготовиться. Показана вас женщину, которая, может быть, находится сейчас там в женском каком-то окружении. Тут, видите, женщины, женский коллектив. При этом вам, карта страхи, может быть, не хотелось бы проживать ту жизнь, которую проживают эти женщины. Может быть, у вас разные с ними ценности. Может быть, взаимодействуете вы по-другому. Попытки выстраивать свою жизнь, вот как будто бы вы говорите, я с оглядкой на жизнь вот этих женщин. Тут карта токсичное, одиночество. Знаете, такое, как будто бы вы говорите, я не хочу, может быть, свою жизнь строить, опираясь на те ценности, которые у этих женщин. Может быть, какое-то у этих женщин там видение мира, успехов, у них одно, успешный успех, а вы как будто бы смотрите на это и говорите, я не хочу, может быть, взаимодействовать так, как они взаимодействуют, токсично, друг с другом, может быть, знаете, как в серпентариуме. Почему-то мне тут третьи лица. У кого-то карта лилии, знаете, это с одной стороны красота женская, с другой стороны это чистота помыслов, намерений, так как тут рядом токсично и женщины. Может быть, вы говорите, я хочу выстроить свою дорогу, пойти по своему пути. При этом на этом пути, я опять не хочу использовать там какие-то манипуляции, не хочу использовать те методы, которые для достижения цели, может быть, эти женщины используют. Вам в любом случае почему-то как будто с этими женщинами не по пути. Уж не знаю, может, вас как раз разводят сейчас.
с ними. У кого-то тут треугольники любовные, ну тут какая-то часть, может быть, плюс карта воровство, род. Может быть, в любовной сфере, да, вот вы начали ближе интересоваться психологией, эзотерикой, карта страхи. Почему? Потому что, может быть, для себя попытались понять, осознать, почему в вашу жизнь там пришел какой-то мужчина, если он не до конца там определился, если у него еще есть одна женщина. Тут третий фактор. Тут мужчина, две женщины. У кого-то и воровство, да, это, то есть такие какие-то форматы. Вы, допустим, хотели, может быть, семью создать, быть одной, то единственной, а мужчина вам этого, ну, или не дал не те форматы, что вы хотели. Ну, в принципе, как будто бы что-то вот не так пошло с этим мужчиной. То тут, скорее всего, вы говорите, я не хочу себя чувствовать с этим мужчиной, знаете, как одиночество вдвоем, я не чувствую родную душу, я не чувствую вот той поддержки, где я обманулась, почему в мою жизнь пришел этот мужчина, для чего он пришел, вот тут вот как-то так. Как будто бы ваши ожидания, они не оправдались. Ну, тут тяжелый какой-то период в вашей жизни, он сподвигнул вас, опять-таки, увлечься эзотерикой, психологией. Какие-то страхи, которые накрывали, опять-таки, может быть, смотрели на то, как ближайшее там какое-то ваше окружение, женщины, может быть, как родовые программы, они проживают вот день изо дня, и вы не захотели так жить. У кого-то это, ну не знаю, даже может быть, правда, родные, образ там мамы, сестры, даже так может быть. Вы просто не хотите повторять их судьбу, вы хотите по-своему прожить. Вот такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто твой тайный враг под маской друга? Так, враг, собственно, этот. Его роль в твоей жизни сейчас. Это коллега, подруга, родственник. Кто это? Следующее. Как он тебе вредит? Через сплетни, вредные советы. У кого-то прям негатив, может, магический какой-то. Его слабое место. В чем его уязвимость? Почему он начал на тебя охоту? События ближайшего времени. Что он сделает или скажет, чтобы проверить почву? Может, почему вы вот поймете, что он, это именно он, да? Совет карт. Как тебе дистанцироваться, не устраивая открытого скандала? Роль этого человека, врага в твоей жизни. Коллега, подруга, родственник. Так, инструмент врага. Как он тебе вредит? Сплетни, вредные советы. Какой-то магический негатив. Слабое место. В чем его уязвимость? Почему он начал на тебя охоту? События ближайшего времени. Что он сделает или скажет, чтобы проверить почву? Совет карт. Как дистанцироваться, не устраивая открытого скандала. Итак, смотрим. Первая карта. Роль этого человека в твоей жизни. Какую роль он занимает, этот человек в твоей жизни? Черная кошечка. Ага, разбитое сердце. То есть ямуска старается держаться в тени. Паук, который паутину. А ребенок, книга, ангел-хранитель. Офигеть. Так, ну для начала давайте поймем, это мужчина или женщина. Это мужчина или женщина? Луна. Мужчина или женщина? Мужчина у меня вышел, король жезлов. Король жезлов. Он тут у меня идет так, по луне. Мутный. Мутный, непонятный, очень много тайн, недоговоренностей с ним связано. По влюбленным человеку, у которого, может быть, есть еще один партнер, вы понимаете, да, может быть, две женщины в его жизни присутствуют, я имею в виду любовная сфера.
Так, мужчина, который старается держаться от тебя в тени, у него разбито сердце, его разбитые мечты, ожидания. Велика вероятность того, что он не свободен, король Пентаклей, и в семейной жизни человек не счастлив. Именно разбитое сердце, вот несчастлив в семейной жизни. Так, почему это? Что это его? У кого-то ребенок и карта сети, знаете, как элементарно мне приходит и тут карта связанные руки, отсутствие свободы. У кого-то, не люблю эту фразу, очень не люблю, но некрасиво скажу, но тут брак по залету у кого-то был, да? Давайте так. Семью создали, так как, может быть, женщина какая-то была в положении, да, забеременела. Вот тут у кого-то так, как будто бы его удалось захомутать, отчасти только потому, что женщина ждала от него ребеночка. При этом он таким каким-то себя ощущает, связанным по рукам, по ногам. Так, роль в твоей жизни, коллега, подруга, родственник. Тут человек, который может менять свое амплуа, отношение к вам. С одной стороны, он сейчас может в тени находиться. Какое-то время он мог быть человеком, к которому вы обращались за помощью. Он очень не глупый, интеллект, вы его можете ценить за интеллект, за какую-то реально помощь, и ангел-хранитель. Он какое-то время мог действительно быть как ангелом-хранителем вашим, или проявлять себя так, покровителем. Но сейчас нет, сейчас как вынужденная пауза, человек, тут как летаргический сон, он то ли отдалился от вас, то ли наблюдает за вами просто. Так странно. Коллега. У кого-то это коллега по работе, действительно. Бывший коллега, кстати, по работе, может быть, расстались. Родственник не особо мне как-то, если это, может быть, разошлись ваши с ним пути дороги, тут тоже как вынужденная пауза могли быть в близких отношениях, но разошлись, тут тоже может быть такое. Так, друг он ваш сейчас, друг, не знаю, друг, король Пентаклей опять вышел, человек не свободен, может быть, и был вашим другом, такое. Такая какая-то дружба, позиционировал себя другом вашим. При этом человек не свободен. Так, какая-то такая у меня картинка, вот такой мужчина у меня вышел. Вот он у меня выходит. Человек, который раньше мог, повторюсь, как ангел-хранитель проявляться, мудрый причем, советы какие-то давать вам. Но сейчас что-то поменялось. Как он тебе вредит? Через сплетни, вредные советы или магический негатив? Карта эволюция, мораль, ведьма ведающая, ящик Пандоры, сад, подсолнух. Уже не знаю, у кого-то мне прям идет такой, знаете, человек в вашу жизнь пришел, появился в вашу жизнь. Для чего? Для того, чтобы отчасти вам показать... Как спровоцировать вас, кстати. У кого-то это, если он не свободен, девочки, это могла быть манипуляция какая-то с его стороны и желание, может, вас, если он не свободен, там кто-то из вас не свободен, это желание вовлечь вас в какой-то, у кого-то это любовный треугольник. Элементарно он видел вас, женщину, привлекательную, ему, может быть, захотелось с вами любовную связь какую-то создать. Причем это изначально не шло из той позиции, что человек там и не планировал там разрушать, допустим, свою семью, не планировал он никаких серьезных взаимоотношений. Какая-то интрижка любовная. Не так, девочки. У кого-то прям проиграется вот так вот. Почему я так говорю? Потому что для него очень важно его положение в обществе, для этого человека, мнение, уважение окружающих. Он, кстати, может, даже если у вас там было что-то, не было что-то, этот человек как будто бы выкрутится из любой ситуации, при этом он может, тут скорее всего какие-то замечания, какие-то, сплетни у кого-то, да,
по поводу вас. Вообще, будто бы с этим мужчиной опасно иметь дело. Почему? Потому что он в любой момент может принести в жертву, ну, даже вот этому какому-то общественному мнению, вас скорее, чем будет он за вас вас защищать, да, или ваше имя какое-то. Хотя изначально показано, что вы и привлекли его. Где-то он увидел вас, карта эволюция, мораль, женщина с открытыми ладонями, чистота помыслов, намерений. Ему интересна такая женщина. Вот тут вы многогранная для него. При этом женщина, которая развивается, стремится развиваться. Ну, как он вам вредит? Сейчас... Но опять это какие-то, может быть, разговоры о вас, какие-то такие замечания колкие. Опять-таки, он может даже какую-то информацию о вас как-то так вот перекручивать, но она далека от истины будет. Вот так вот мне идет. А вы в свое время даже из-за этого мужчины могли тут увлечься эзотерикой, психологией. Потому как для себя даже могли не понимать, как в одном человеке уживается вот это вот все. Неужели я ошибалась? Неужели там мне что-то показалось? Неужели... Ну почему? Ну как? За что даже кто-то мог подумать, так человек со мной? Вот как-то так-то даже. Тут как будто бы вы пришли в его жизнь скорее для того, чтобы где-то заставить его по-другому относиться к, может, к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Даже как шанс вы были даны этому человеку. Но в ответ человек скорее захотел тут самоутвердиться. И знаете, как будто бы тут в первую очередь человек думает о себе. Думает о себе, но, наверное, в этом нет особо ничего плохого. Каждый, наверное, в большей степени думает о себе. Но тут при этом он готов как будто бы совершать очень некрасивые поступки, дабы вообще, ну, как-то, знаете, тут, ну, это как предательство какое-то. Как я умываю руки, все, там что-то получилось у нас, не получилось. При этом мог очень активно, ну, тут у кого-то соблазнение, у кого-то флирт, у кого-то прямым текстом тут предлагать какие-то по ящику Пандоры соблазнительные, да, не знаю, предложения. И вообще какая-то как игра шла. Но стоит вам задать какой-то прямой вопрос, вот, чего он хочет, этот человек, вот как по карте подсолнух, хоп, может разворачиваться в разные стороны, переобуваться в воздухе. Ну, вот тут не так прям идет. Вообще взаимодействие с ним для вас как будто бы это болезненно было. Вы многое даже до конца не поняли. Вам нужно было разобраться, что это вообще было. Он так и остался для вас человеком, человек-загадка, тайна, вот тут что-то такое. Так, его слабое место. В чем его уязвимость, почему он начал на тебя охоту? Так, страх. Страх, желание того, чтобы в его жизни что-то изменилось, переход на новый уровень. А тут как будто бы, когда шансы в его жизни появились, действительно, он с вами мог эти шансы испытать. Вот смотрите, как интересно. Вот тут вот корабль, да, допустим, человек был в страхах по поводу того, что в его жизни так все и останется, как есть. Он недоволен был своей жизнью, ждал вот этих вот перемен. Карта корабль тут как перемены в лучшее. Это вполне возможно, он ждал чего-то похожего, кого-то похожего на вас. Когда он вас встретил, этот переход на новый уровень, он мог случиться. То есть он мог поменять свою судьбу, связать с вами, он мог как-то по-другому уже начать проявляться. Ну, карта бесы, ну, я так не хочу тут перекладывать ответственность. Ну, где-то вполне возможно его трусость, его слабость, его нежелание, действительно, тут карта корабль, вот корабль, вот корабль, его нежелание менять, может быть, даже вот ту самую зону комфорта, рисковать чем-либо, вот, оно как будто бы не дало ему этого перехода на новый уровень. Мог сам собственными руками разрушить эти шансы, не взять. Это ваша карта. Тут как будто бы не смог воспользоваться шансами.
не захотел, в ответственный момент струсил, предательство у кого-то. Как-то так. Это, знаете, своего рода как испытание, какой-то экзамен, который он не прошел. Это такое какое-то... У меня ощущение, как будто человек предал самого себя. Но мне так идет. Так, а что он сделает, скажет, чтобы проверить почву? Ну, я тут вижу, человек уже выстроил как будто бы уже такую как защиту, стену. При этом он четко уверен, невозможно. Это судьба, невозможно нам быть друг с другом. Токсично, сам себя может погружать в эту токсичность. При этом может... Ой, о чем это? Что он сделает, скажет? Знаете, для него это очень болезненно осознавать внутри по карте Лотос, что с вашей стороны, может быть, были чистые намерения. Опять-таки, эти шансы были. Вот ему нужно всячески для того, чтобы самого себя обелить, вот так как он внутри, он чувствует вот эту токсичность, то, что человек, может, сам разрушил собственными руками это счастье, для кого-то призрачное счастье. Так вот, для того, чтобы на фоне него вы не были такой, тут карта Лотос, чистота помыслов, намерений, человек будет пытаться, может быть, даже приписать вам какие-то качества, какие-то поступки, да, вот как-то так вот, для того, чтобы где-то, вы не так ему резали в глаза вашими какими-то тут правильными поступками или вашими мотивами. Ему проще, знаете, иметь дело с такими же, как он. Людьми, которые он понимает, их, может быть, манипуляции, многоходовочки, вы разные абсолютно. Я думаю, если бы вы этого человека узнали дольше, да, прежде чем вы влюбились, позволили себе влюбиться, да, я думаю, если бы вы его получше узнали, да, этот процесс какой-то растянулся, может быть, вы и осознали бы, что ему не нужно доверять, да, и не нужно... В таких влюбляться не нужно. Но это опыт. При этом я даже не знаю, тут особо каких-то действий я не вижу. Этому человеку очень важно, знаете, даже внутри себя создать какой-то ваш образ такой, не то, что там идеальный, я не говорю, что будет для него идеальный. Знаете, как осознанно стереть вот этот какой-то негатив, который он понимает, он собственными руками, собственными поступками сделал. Это как какое-то напоминание о каких-то, допустим, его гадких проявлениях. При этом он понимает, что с вами карта лекарства от всех бед и карта сила. Действительно можно было построить прекрасные отношения. И вы бы, кстати, многое бы ему простили на тот момент. Сейчас не факт. При этом человек понимает, что вы выросли. Может быть, будет какое-то желание тут проверить почву. Знаете, как карта сила, узнать о вас, чем вы сейчас дышите, да? Может быть, через каких-то близких людей, типа подруг, знакомых общих, да? Узнать, как вы себя ведете, как вы себя транслируете, может быть, как реагируете на упоминание даже о нем. Вот это будет человеку интересно. Он понимает, что вы изменились, но он не понимает, насколько и какая вы стали, в какую сторону вы изменились. При этом четкое понимание вашей силы. Знаете, не люблю вот эти вот выражения, кто кого победил, это бред, особенно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, но у него тут четкое понимание того, что вы выросли. Где-то благодаря даже тому, что вы смогли выстоять после тут печальных каких-то событий с ним связанных, какого-то разочарования в нем. Он понимает, что вы в нем очень разочарованы. Угу. Так, совет, как дистанцироваться, не устраивая скрытого скандала. Так, неустойчивая лиса, разбитое сердце, проклятие, развилка.
Ну, вам вообще говорят, как будто бы о нем поменьше нужно думать, вспоминать. Ну, хороший совет, да? Нет, говорят о том, что вы чувствуете себя неустойчиво, неуверенно рядом, в принципе, с такими людьми. Карта лиса хитрая. Для вас это урок, так как вы тут видели в нем прекрасное, все хорошее, да, допустим, и не замечали элементарно его какой-то хитрости, изворотливости, в принципе, того, что человек, может, меняет эти личины, да, с вами один, тут же с вашими врагами он по-другому себя ведет. Это было, эти звоночки были, то есть, а вы этого осознанно, наверное, где-то не замечали даже, хотели видеть в нем лучшее. Знаете, как... Ну, где-то это притянуто за ушки было, да, может быть, не хватало в жизни вот какого-то вот, намечтали вы себе этого мужчину идеального, тут его встретили и наделили его какими-то отчасти, может, не знаю, какими-то чертами этого идеального. Я его слепила из того, что было, потом то, что было, то и полюбила. Тут у кого-то прям какое-то ощущение, я его ждала всю свою жизнь. Тут вот моя вторая половинка. У кого-то действительно оно отражалось, вот вы считывали, на фоне других мужчин, может, этот вам казался идеальным. Но причем при этом тут такой нюанс, этот мужчина умеет себя так преподнести. Но потом мне показано разбитое сердечко. Эта история вообще о чем? О том, что вы должны, прежде чем там сближаться с мужчиной, да, на будущее, совет, да, вы должны его узнать лучше. И, ну, не наделять его априори вот этими качествами, вот как будто такими какими-то, которые для вас являются притягательными. Присмотреться, может быть, истинные, знаете, помыслы этого человека, что им движет, да, вот, допустим, какое-то его действие вы могли считать по-своему, да, вот так вот, да, а на самом деле мотив этого поступка может быть абсолютно другой. Ну, то есть, будто бы нужно, может быть, дольше там пообщаться, дружить, в принципе, как человека узнать его. Вот говорят, ваше вот уязвимое это место, но оно было в прошлом. Сейчас, ну, опять-таки, как будто бы вот неустойчивость это о чем ваша? Ну, опять-таки, как будто бы вы могли доверять мужчинам, влюбляться, не узнавая их, не сближаясь действительно с ними, там какое-то время должно пройти, прежде чем вы можете его подпускать к себе во всех смыслах, да. Ну вот и на будущее вот, дистанцироваться вот, действительно на вытянутую ручку с такими. Ну, у вас уже этот опыт есть. Тут карта проклятия и развилка. Скорее всего, вы сейчас будете даже бежать, знаете, как от обратного действовать. Какой-то типаж вот таких вот. Только вы увидите, тут для вас это как тут карта проклятия. И развилка это будет звоночек. Может быть, даже наоборот, вы сейчас будете выбирать себе друзья, общение, там, для общения выбирать мужчин каких-то, которые будут абсолютно не похожи на вот этот типаж, с которым вы встречались. Но тут вас опять предупреждают, знаете, тоже обжегшись на молоке, дуем на воду, дабы вы тоже не уходили в другую крайность. Да. Наверное, просто больше нужно давать себе времени для того, чтобы узнать получше человека. И самое главное, все как всегда, да, мужчину мы должны оценивать в принципе, да, по его поступкам, а не потому, как он там себя ведет красиво, как он перышки распускает, рассказывает о себе, какой он замечательный, да. Ну, вот как-то так, девочки. И тут у нас получилась такая история, и в конце идет у нас совет психолога. Тайный враг это лишь человек, который не выдержал экзамен на близость с вами. Тут он вел себя как эта хитрая лисичка. Психологически маска друга нужна ему, потому что он открыто, может быть, не хочет противостоять вам. Ему невыгодно открыто вам противостоять. Может, не хватает, ему смелости. Разоблачение такого человека – это не потеря, а грандиозная чистка вашего пространства для настоящих людей. Я к тому, что не нужно на нем зацикливаться. Вот и свой урок уже прошли, мои хорошие, идите дальше.
И благодарите пространство за то, что оно снимает маски раньше, чем этот удар, который он мог нанести и в будущем может нанести, прежде чем удар стал для вас критическим. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.